Доброго здоровьячка, хунту и хунтуборы. Мы из Украины. Таки поломался у меня звук. 3 дня потратил на перенастройку. Оцените, что получилось. А я пока вот что расскажу. Ни с того, ни с сего пришел ко мне вал сообщений и предупреждений о том, что деятельность волонтеров в большинстве своем незаконна, если не зарегистрирована, и что власть будет постепенно прикручивать гайки в этом направлении. Не интересовались еще вопросом? Погодите, таких историй еще будет вагон и маленькая тележка. Пока просто готовится почва. Но я не буду приводить в пример сейчас именно волонтеров. Я как пример дам организацию, у которой, в отличие от большинства волонтеров, есть юристы, и они смогут защититься. А кто будет защищать вас, не думали? Или вы были уверены, что вы молодцы? И да, и нет. И, кстати, пока не ушел от темы, спасибо вам за ваши донаты. Правда, спасибо. С утра несколько сообщений. На смену выбывшим из строя машинкам ищут замену и обратились за помощью. Мне нечем помочь сейчас. Мы продолжаем складывать в банку донаты на пикап и на утепляшки для хлопцев деда. Но поскольку мы готовились к такому повороту, то наши с вами подшефные сейчас с машинками, а дед даже умудрился собрать обменный фонд. Если какая машинка выходит из строя, он дает взамен что-то, пока подшаманивают эту, а потом меняется обратно. У него уже больше 30 ежакомобилей в фонде. Круто? Все это благодаря вам и вашим донатам. Так что, как говорит известный всем и каждому журналист, не сдерживайте себя, братцы. На выходных мы планируем посетить Харьковскую область и оказать посильную помощь людям, оставшимся без крова и даже без еды. Отчитаюсь потом, на неделе. А сегодня самая важная новость, как по мне, это то, что ЗСУ активно двигаются вперед и, наконец-то, вновь приехавшим в турпоездку по Украине организован горячий прием в районе Ямполя и Лимана. Белгороду и Ставрополю приготовиться. С 15:00 30 сентября 2022 года ЗСУ будут освобождать и Россию, по логике кремлевских аннексаторов. Подробнее об этом завтра в ролике «За тиждень». А пока мы собираемся и в преддверии поездки прочитаю внеплановую проповедь творческому коллективу волонтеров и донатеров. Часть знаю с 2014 года, сам был среди них, а есть люди, ставшие на скользкий путь поддержки армии, минувшей зимой, которые до сих пор удивляются, сталкиваясь с явлениями типа «в жизни все не так, как на самом деле». По просьбе опытных волонтерствующих трудящихся зафиксирую основные тезисы проповеди. 2 условные части. Первая «доколе?», вторая «что делать и кто виноват?». Дисклеймер. Это все мои субъективные домыслы к вашей реальности, возможно, не относящиеся. Часть первая. Доколе. Постоянно встречается вопрос, а сколько еще нашему народу придется скидываться на армию? Мой субъективный ответ состоит из 2 частей. Первое, еще минимум 10 лет. Второе, если. Очень грубо схематизируя, логика такая. В основе Организации обороны страны лежит комплекс документов стратегического оборонного планирования, на базе которых формируются более прикладные документы. В частности, программы развития вооружений и развития самих ЗСУ утверждаются обычно на 5 лет, а также отдельные целевые отраслевые программы. В идеальном мире пресловутый ежегодный ДОС, а с 2022 года 3-летний план закупок, должен быть увязан с этими программами, а сами программы должны ежегодно отображаться в государственном бюджете и выполняться не только в части финансирования, но и в части получения оплаченного оружия, техники, программного обеспечения и так далее, ибо без денег вся эта красота не работает. А если деньги тратятся на что-то хорошее, но не плановое, результат не будет системным. Также нужны устоявшиеся процедуры закупок, ибо улучшение процедур – это чудесно. Но в режиме постоянных трансформаций невозможно проверить механизм на устойчивость. Не происходит накопительного эффекта, не формируется запас прочности. Если все вот это будет, то по истечении установленного времени наша армия будет набирать необходимые способности, прокачивать скиллы, и в конце концов мы выйдем на искомый результат. Но реальность немного иная. 5-летние программы развития вооружений ЗСУ отродясь не выполнялись, хотя в период 14-19 годов точечно было сделано немало полезных вещей, на которые мы сейчас опираемся, создавая новые точки опоры для тех, кто будет после нас. На этом фоне рассказы о том, как не выполнялся ДОС, лишены смысловой нагрузки. Не надо верить на слово «мне», почитайте, что писал о выполнении ДОС в бытность его главкомом генерал Виктор Муженко. Формально тогда ДОС выполнялся почти на 100%. Но... К слову, в 2021 году ДОС тоже выполнен почти на 100%, а те же «Нептуны», вопреки расхожему мнению, профинансированы сверх плана. Как и практически уничтоженная программа автоматизации, но это отдельно взятые победные эпизоды, которые не спасают, ибо выполнение финансирования и выполнение программы не одно и то же. Суть проблемы.
В условиях ограниченного финансирования Минобороны вынуждена покупать для армии не то, что необходимо, а то, что доступно на рынке и умеют производить наши заводы. Поэтому в плане исполнения ДОС нет никакой разницы за последние 8 лет вообще. Что-то финансировалось лучше, что-то хуже, но в целом это выглядело слегка удивительно, ибо если армии нужны БТРы, а наши производители умеют производить солому для набивания чучел, то Минобороны закупает солому, потому что производители БТРов обязательства не выполняют, а лоббисты национальных производителей соломы очень сильны, они голосуют за этот бюджет. Для того, чтобы все это пришло в некую гармонию, нужно пройти как минимум 2 пятилетних цикла выполнения программ развития и 3, а лучше 4 цикла закупок согласно 3-летних планов, при условии, что законодатели не примут какие-то новые решения. Если все будет выполнено хотя бы на 70%, тогда мы выйдем на ситуацию, когда граждане смогут финансировать оборону через налоги, а не донатами. И если 10 лет удастся бежать в одном направлении, попутно ломая кормушки и травя дустом бюджетных паразитов, будет впечатляющий результат. А теперь смотрите, что нас ждет в реальности. Когда закончится эта фаза войны, никто не знает. Но уже сейчас можно точно сказать, нам придется поменять в сфере обороны примерно все. Однако даже близко нет ответа «как?». Мы не знаем, какой у нас будет основной боевой танк. Мы не знаем, какой у нас будет основной боевой самолет. Мы уже в общих чертах представляем, что нам нужна система ПВО-ПРО из 3 эшелонов. Но мы не знаем, из каких конкретно платформ эти эшелоны будут состоять, ибо их нужны сотни единиц при таком-то соседстве. Нам необходимо определить в реальных условиях, каким будет базовое шасси для грузовых автомобилей и связанных платформ. Не на уровне чертежей и поделок из Лего, а на уровне серийного производства сотен, если не тысяч единиц. Нам необходимо определить базовое ББМ и еще миллион очень прикладных вещей. РЭП, связь, АСУ, космос, БПЛА. Нам нужно будет перестроить систему образования, провести кадровую реформу. Нам нужно будет закрыть миллиард социальных вопросов. У нас, на минуточку, до 24 февраля висела мертвым грузом очередь из 44 плюс тысяч военнослужащих и их наследников, которым государство должно квартиры. Эта проблема накапливалась и не решалась десятилетиями. И, как вы понимаете, лучше не стало. Наша армия точно увеличится, а значит, будет нужно больше служебного жилья, которого и ранее не хватало. Но кроме жилья, необходимо много чего еще, от мыльно-рыльного до погон. Главное, что предстоит понять, кто вместо нас за все это заплатит. И еще раз для фокусировки. Кто вместо нас, вместо Украины за это заплатит? Строительство новой армии, как и возрождение страны в целом, в конечном итоге может также быть оплачено за счет конфискованных российских активов и всяческих репараций. Но я вам приведу 2 примера. Скромный пример коллекции скифского золота. 8 лет тянется история, которая не стоит выеденного яйца. Речь идет о железячках и горшках, грубо говоря. И 8 лет самый справедливый голландский суд ищет ответы, ибо существуют гипотетические риски непонятно чего, и процедуры, которые позволяют тянуть резину. Также есть пример ЮКОСа, на стороне собственников которого рубятся неслабые юристы. И чё? Поэтому история о миллиардных российских активах не обязательно будет быстрой, но мы не можем ждать. А своих денег, которые отвечали бы масштабу задачи хотя бы в обороне, ведь надо же еще пенсионеров с учителями как-то кормить, у нас нет. Поэтому все вот эти Рамштайны и сопутствующие истории рано или поздно сведутся к серии политических решений, которые определят облик украинской армии. Будет Украина восточной крепостной стеной Европы де-факто? Будет ли наша страна членом системы коллективной обороны де-юре? Не будет никак? Ответы в конечном счете упрутся в ресурсы. Не наши. Все больше людей, принимающих решения в Европе, понимают, что масштабным инвестициям в украинскую армию альтернативы нет. Но это понимание должно материализоваться в демократических странах через их внутренние процедуры. А это нетривиальная творческая задача. И при этом всем надо еще как-то не потерять наш ВПК. Какие из зияющих дыр удастся закрыть? Вопрос. Поэтому в ближайшие лет 10 точно надо иметь заначку, чтобы подстраховать своего воина. Время перемен, как оно есть. Донаты, дороги, бессонницы, нервы, слезы. Это может нравиться или нет, но я вижу реальность такой. Сейчас, благодаря экстремальному финансированию, которое неизбежно закончится, Минобороны напитывает ресурсами разные направления. Но точно не все. Спросите любого волонтера, сколько всего надо всунуть в БУС, когда рессоры у БУСа уже прогнулись. Так что закроются только приоритетные задачи, потребностей еще много.
Поинтересуйтесь, сколько окопных свечей делается в день, а в месяц? А ведь эту задачу закрывают только волонтеры. Очень важно, сколько времени будет подпитка ресурсами, ибо есть долгосрочные циклы. В период активных боевых действий решается задача удовлетворения ажиотажного спроса. Чтобы перейти в какой-то плановый режим и сместить, где можно, акценты на наших производителей, нужно время. Чтобы запустить программы обеспечения жильем военных, нужно прекращение обстрелов, деньги и время. Кадровая реформа – опять время. Так что быстрого волшебства не будет. Зато наверняка будут чудеса несколько иного рода. Например, я практически уверен, что нынешней команде Минобороны придется ходить на допросы и пояснять, зачем в страну притащили богомерзкие хаймарсы. Но об этом во второй части проповеди. Что делать и кто виноват? Или вы вправду думаете, что не будет вопросов в духе, какие риски несут хаймарсы тем, кто их притащил в страну? Вот новый пакет помощи США подоспел, где обозначено 18 новых установок. Спойлер, они не приедут вот прям завтра. Держите себя в руках. Суть. Есть логика ведения войны с целью победы, а есть логика соблюдения законности в вакууме. Особенно, когда речь идет о расходовании бюджетных средств и использовании казенного имущества. Львиная доля решений Минобороны по обеспечению ведения войны с самого начала принимается в поле толкования норм, но не все. Эти решения законны, но эти нормы будут толковаться какими-то людьми, когда горячей фазы войны уже не будет, и основания для принятия нынешних решений будут неочевидны, придется каждый шаг пояснять и защищать, и ждет это не только Минобороны. По законному, в конце февраля Министерство обороны должно было прекратить 80% своей активности, а масса телодвижений вообще не должна была начаться, это было бы строго в рамках закона. Все должно было остановиться, ибо экосистема норм, назовем ее так, оставляла только один безупречный путь – ничего не делать и на каждом шагу отправлять письмо по кругу органов с вопросом «Разъясните, как действовать?» и закатывать глаза «Как вы не знаете?» Пробел разночтения в нормативке? Какой ужас! Надо срочно исправить. Мы внесем это в план на 3-й квартал. А пока подождем. И немало чиновников взяло эту тактику на вооружение. Да что чиновников? Не мне же одному задавали вопрос на блокпостах. Почему ты не на фронте? А на мой ответный вопрос, а где ж я тогда, если разговариваю с тобой сейчас тут? В кабаке? Начинали пускать сопли и слюни чуть ли не носом от ярости. Умный, да? Поясню еще на примерах. Если кому-то покажется, что я сильно утрирую, это не так. Это реальность. Реальность работы с бюджетными средствами по установленным процедурам в действующем правовом поле. Первое. Армии нужны танки. Генштаб обозначает потребность, ты начинаешь бегать по потолку и находишь танки у тех, кто готов их продать. Покупаешь, доводишь до ума, привозишь, но это только кажется, что ты молодец. На самом деле, ты, скорее всего, серийный наноситель ущерба государственному бюджету. Бюджетный маньяк, можно сказать. Это пока не установлено, но дело за малым. Во-первых, что значит сохранение? То есть БУ? БУ? Значит, за бюджетные деньги ты купил бэушный танк. У кого ты его купил? У посредника? У посредника? Ну и что производитель Уралвагонзавод? Это ничего не меняет. Ты купил у посредника бэушный танк при живом производителе и отремонтировал его. Резинки поменял за бюджетные деньги. Кошмар. Если так сильно был нужен танк, надо было купить новый, сличив несколько предложений от производителей. Вот тебе несколько статей за злостность и деяния, организованной группой. Заметьте, тут ни слова о суммах больше-меньше, чистый поиск истины. Второе. Армии нужны снаряды и мины. Много. Быстро. Напрямую от производителя в воюющую страну желающих поставлять снаряды советского образца, мягко говоря, не очередь. Очередь только жуликов, это да. Момент с хранением и посредником тот же. Добавляем следующий элемент. Сроки. Ибо. Зачем ты привез эти снаряды от посредника, да еще самолетом? Ведь если морем выйдет дешевле, да, дольше на месяц-другой, но ведь дешевле. Критерий надо быстро, потому что, такое по закону нельзя. Третье, самое забавное. Хаймарсы, 155-ки и всякая другая красота. А с какой стати вы вообще решили, что нужно вести 155-миллиметровую артиллерию, ведь многие были против? Это, кстати, правда. Часть тех, кто сейчас гордится успешным применением 155-ок, в марте-апреле были категорически против, чтобы тащить их в Украину. Решение бороться за 155-й калибр – это чистый военно-политический волюнтаризм. Чем вы руководствовались?
Какими доктринальными и нормативными документами предусмотрено наличие сотен стволов 7 видов 155 мм артиллерии в ЗСУ? А Хаймарсов, Марсов и МЛРС? Что значит, вы походу нашли законный механизм? Кто вообще принял на вооружение эти, как их, Цезари? Это что вообще такое? Горючие эти штуки потребляют? Штатное расписание у подразделения нетипичное? Их еще и ремонтировать надо. То есть бюджетные деньги они едят с особым цинизмом. Четвертое. Вот вы притащили какой-нибудь Экскалибур, а у нас есть ДКР. Дослідно-конструкторська робота с похожей концепцией, утвержденная в 1938 году решением Пленума ЦК ВКПБ. 80 лет люди фундаментально трудились, еще лет 15, и у них был бы макет из глины в натуральную величину, а вы уничтожили перспективную работу, на которую потрачены миллионы миллионов народных средств. Злостное вредительство в особо крупных размерах с нанесением урона обороноспособности как бы налицо. И так далее. Подчеркну, здесь речь не идет о злоупотреблениях или их отсутствии. Минобороны или волонтеры, или донатеры, или подписчики канала, не принципиально. Мы же пытаемся разобраться в ситуации по сути. Большая структура, даже чисто статистически должны быть жулики. Большие усилия вкладываются, чтобы их выявлять и выпиливать. Просто вспомните ситуацию с раздачей автоматов и РПГ в конце февраля. В логике отпора агрессору в Киеве нужно было раздать 20 автоматов, что и было сделано. А черниговским и сумским фермерам РПГ, из которых они набили кучу вражеской техники. Но в логике некоторых органов, блюдущих закон, это раздача, злодеяние, участники которого должны быть строго наказаны. Ибо должностные лица, вероятно, передали ценное имущество с нарушением установленных процедур и создали общественную опасность. Это не преувеличение. Как только враг от Киева сбежал, вернувшиеся из черновицко-мукачевских котлов начали попытки изловить злодеев, раздававших оружие. Также у многих проснулось непреодолимое желание подрулить обороной, а еще лучше помочь с поставками через надежных людей. К счастью, большинство решений на уровне Кабмина и в парламенте сейчас проходят быстро и лояльно. Действительно, есть поддержка, как ни странно. Но есть системные вещи, которые касаются не только Минобороны, а общих подходов к регулированию и цепляют интересы многих структур. Финмониторинг, валютный контроль, таможенные пошлины, налоги и так далее. Антикоррупция, опять же. И хорошо, если ты большое Минобороны, у тебя есть юристы, а если ты маленький волонтер, собирающий и отдающий последнее, ты беззащитен. То есть война не сильно развязывает бюджетно-процедурные руки в сфере обороны. Ты можешь чуть быстрее принимать решения на свой страх и риск. Но это твой риск, при котором условный Хаммерс может оказаться злодеянием, потому что он потребил топливо, человека-часы и персонала, которое можно было потратить на предусмотренные нормативными документами потребности, и ты будешь за это отвечать, вредитель эдакий. У московитов есть беглые подсказчики с широкими лампасами, которые в деталях знают, как должны проходить решения в оборонном ведомстве. Они могут прикинуть тайминг оборота бумаг по своему опыту. Думаю, они в недоумении, ибо многие процессы работать не должны. А они работают. В будущем нас ждет увлекательная битва отцов и матерей Победы, а также крушение иллюзий по поводу многих героев. Сомневаетесь? Да нормально. Когда я во время Майдана еще говорил, что героев будет валом, но никто ничего не сделает, в меня тоже тыкали пальцем. Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24 Пенс. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тисніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.